Да, конечно. Так что, сейчас люди ждут? Типа, видят меня и ждут? Нет? Ну, они уже, честно говоря, ждут, но это страшно. Ну, сейчас. Все нормально, можно начинать. Может, остановить? Нет, давайте возьмем. Просто хочется им побыстрее успеть, и много будет. Саша, подскажи, пожалуйста, как можно быстро выучить норвежский язык? Ну, нужно родиться в Норвегии. Это единственное, что вам поможет. Норвежский очень трудный, вообще скандинавский язык трудно, шведский, датский, даже не надо пробовать. Зато русский язык самый красивый в мире, самый лирический. И, например, песни по норвежскому, на норвежском языке вообще почти нету. Все норвежские артисты по-английски поют. Зачем вам надо учить вообще? Не надо дурачиться. Не надо вам никакой норвежский язык. Кстати, извините, пожалуйста, что я так запоздал. Как сказать, запоздал? Опоздал. Извините. Очень много вопросов из России, из разных городов России, и спрашивают, когда ты будешь ехать в Россию с гастролями в разные города. Москва, Калининград, Петербург, Мурманск и целая куча городов. Ну, я сейчас понял, что после финансового кризиса мою огромную команду, 15 человек, так как в прошлом году было из Норвегии, чтобы их привезти сюда в Норвегию, это слишком дорого для промоутеров, и у никого таких денег нету. Так что тогда я сейчас найду русских музыкантов, русских техников, чтобы звук. И сразу, когда их найду, мы сразу поедем по России. Может быть, даже в Белоруссию заедем. Хорошо. Ты боишься щекотки? Ой, да, не надо меня щекотать, пожалуйста. Не надо. Очень это неприятно, неприлично, и лучше никогда не щекотать. Саша, если ты встретишь на своем концерте понравившуюся тебе девочку, можешь ли ты ее пригласить потом куда-нибудь и продолжать общаться с ней? Ой, ну общаться с красивыми девушками, это там я мастер по этому способу. Но сейчас, когда я езжу с моими 3 скрипачками, так я не могу себе позволить такое. Сейчас я с ними общаюсь. А вот когда уже один буду ехать, да, тогда с удовольствием приглашу на обед, на свидание. Почему нет? На какую песню? Красивая девушка. На какую песню из своего нового второго альбома ты будешь снимать клип? Сейчас мы уже почти закончили с клипом для песни «Небеса Европы». Самый лучший режиссер, с кем я когда-нибудь работал, его зовут Александр, по фамилии я всегда очень плохо разбираю, Филатович, очень красивая фамилия. Очень красивый человек, очень такой, аура хорошая у него. И все доверяют ему. Мы очень работали сильно, но всем очень понравилось с ним работать. Девушкам моим понравилось тоже. И мы снимали там в горах, и снимали в клубе большом, был ажиотаж, так много людей. Я очень надеюсь, что это получится хорошо. И сделаем английскую версию и русскую. Ну, конечно, мы большинство времени используем на русскую версию. Ты очень талантливый скрипач. Спасибо.
и певец. Спасибо. Планируешь ли ты делать... Певец я, не такой же певец. Скрипач я, да. Я артист, можно сказать. Планируешь ли ты делать больше джазовых концертов? Потому что ты очень хорошо импровизируешь на скрипке. Еще раз спасибо. Мне очень важно всегда сконцентрироваться на одном концепте, можно так сказать, с одним концептом работать. Я очень хочу в следующий год гораздо больше заниматься джазом, да. Может быть, через 2 года, может быть, классику покажу. А сейчас я пока что еще такой эстрадный. Это мне очень нравится. Пока все-таки еще юный. Юный я? Довольно юный. Да. От поклонников. Очень рады вас видеть на улицах Киева. Надеемся, что вам у нас нравится. Ой, мне очень нравится в Киеве. Что вы? Вы такие гостеприимливые. Спасибо вам. Следующая поклонница пишет: безумно счастлива, что ты в Украине. Наконец мы смогли тебя увидеть, и об этом мечтали уже 2 года. И вопрос: все твои поклонники знают, кому посвящены твои песни. Да. Но никто не знает, кому посвящена одна сказочная и загадочная песня. Это «Небеса Европы». Кому ты ее посвятил? Что стало причиной написания такой романтичной песни? О, это очень приятно, что люди считают, что она романтичная. Но я скажу, я вас разочарую, скажу, что это совсем не про девушку. Это именно вот, может быть, это моя единственная песня, которая не про девушку. Это про Европу. Хотя я обращаюсь к Европе тоже как к женщине, что хотя я очень далеко могу быть от нее, да, я все равно возвращаюсь к Европе, потому что Европа это мой дом. Так что я надеюсь, что все страны Европы все поймут сюжет там. Привет, Саша. Тебе приходит много писем домой в Норвегию. Ты поешь песни 5000 писем. Да. Ты сам читаешь все письма и стараешься отвечать. Я сам все читаю. Так что, пожалуйста, если уже послали мне письмо, получили ответ, больше не посылайте. А то я больше, у меня никогда не будет времени на музыку, буду писать все время. Но мне очень нравится, конечно. Спасибо вам очень большое за письма ваши. Только не надо, только не слишком много, пожалуйста. Вопрос от поклонницы. Какое самое романтичное письмо тебе приходило и как оно выглядело? Самое романтичное письмо... Можно сказать, самые романтичные письма, те, которые просто написаны, очень, как это сказать, simple, как сказать, что простыми словами, немного таких, не то, что... Это, конечно, очень приятно, когда девушки пишут о том, что хотят мне Луну достать, там, и чай, и кофе, но Луну достать, понимаете, понятно же, никто не достанет мне Луну. И что мои глаза, как море. Море, глаза как глаза. А вот как раз когда пишут о том, что именно о себе пишут, очень про свои мечты, свои хобби и очень простыми словами, вот тогда очень вот здесь трогает. Хотя Луну тоже попробуйте мне достать, может быть, получится. Что ты больше всего ценишь в девушках? В девушках я ценю, что с ними можно целоваться. Вот. Смогла бы вас удержать в Украине любимая девушка, ради которой вы бы оставили все, даже Норвегию? В любви все возможно. И если я встречу девушку, которую по-настоящему я почувствую, что она меня совсем 100% понимает, такого я еще
Такой девушку я еще не встретил, конечно, ни в Киеве, нигде. Но если я встречу, то, конечно, неважно, как далеко от нее я живу, я буду с ней навсегда. Но это не обязательно, если я влюблюсь в девушку, так я сразу пойму, что, понимаете, любовь это очень сильные эмоции, они очень быстро растаивают. Или еще хуже, любовь может превратиться в ненависть. А вот если я найду девушку, с которой я подружу, вот, чтобы она хорошей подругой станет, что, как это сказать, soulmate, что душевный друг, типа, кто совсем меня понимает, 100%, вот, тогда уже можно начинать разговаривать о том, чтобы переехать, может быть, в Киев. Или в Бангладеш. Ну, мы не знаем, где я встречу такую девушку. Саша, у тебя очень красивая улыбка. Интересно, на каком языке снятся тебе сны? На каком языке? Снятся тебе сны. Когда спишь, на каком языке ты сон видишь? Ой. Ну, сейчас последние полгода мне снились сны про девушку, которая меня покинула, да? Так что она по-норвежски разговаривает. Потому что тогда, конечно, по-норвежски я мечтал о ней. И всегда просыпался без нее, и очень грустно было. А потом все-таки не грустно. Потом я видел, там возле моего дома стояли там 15 девушек каждый день и ждали, чтобы я проснулся. Вообще-то не так уж и грустно. Скажи, пожалуйста, какой у тебя любимый фильм? Любимый фильм? Я очень уважаю режиссеров, которые по-настоящему масштабные фильмы делают. Но эффект — это не все. «Властелин колец», конечно, это факт, что это самый лучший фильм вообще в мире. Но еще мне нравится, например, «Ирония судьбы» с легким паром. Там чувствуется, там не очень много денег вложили, но все равно просто очень художество прям хорошее было по-настоящему. Как его зовут? Теревердиев? Нет, как называется? Композитор, очень хороший композитор там. И вообще все, которые работали над этим фильмом «Ирония судьбы», они вообще, гении. И тогда не нужно много денег. Просто нужно сердце. А еще мне нравится, из новых фильмов, совсем новых, мне нравится Dark Knight, Batman. Вы наверняка что-нибудь другое называете его по-другому, типа мышь. Как называется? Батман. Прекрасно. Очень жаль, что Хит Леджер умер. Очень жаль. Хотя он зато и легендой сейчас станет. Уже стал. Почему тебя тянет к девушкам, которые тебя отвергают? Спокойные и прочные чувства кажутся тебе пресными, или неудачные романы тебя вдохновляют, но в душе ты мечтаешь о спокойном счастье и любящей тебя девушке? Это очень хороший вопрос. Я готов разговаривать об этом целый день, но так коротко можно сказать, что я уже сейчас, по последние месяцы, я очень повзрослел. Потому что, честное слово, это первый раз я такое почувствовал, что девушка, как больше я ее любил, так меньше она меня любила. Она начала совсем вон там, что это Александр Рыбак, и неужели он меня любит, да? А когда она поняла, что я вообще-то совсем нормальный парень, и что я отказывался всем другим девушкам, чтобы быть с ней, так ей надоело, скучно стало. И я даже не знал, что так люди могут поступать. И это не поступать даже, это здесь у них, да, у девушек. Это не значит, что она плохой человек. Просто чувства играют с нами. В новом альбоме одну из песен ты посвятил Финляндии. Будешь ли ты посвящать другим странам песни в будущем?
В новом альбоме ты посвятил свою песню Финляндии. Да. Будешь ли ты другим странам посвящать свои новые песни? Ну, пока что я еще не так влюбился в другие страны, как в Финляндию. Зато сейчас моя самая лучшая песня вообще из тех, которые когда-нибудь написал, «Небеса Европы», это понятно про что, про Европу. Европа вообще для меня как большая страна. Многие культуры, но люди такие же теплые везде. А как часто ты заходишь в интернет на свои странички, на сайт? У меня разные сайты. Там MySpace есть, например. Я никогда не захожу, потому что вообще там ничего не понимаю. Есть мой официальный alexanderrybak.com. Там мы самое главное пишем, мои концерты и все такое, да? А вот там самый мой подробный сайт, это на Facebook. Тоже Александр Рыбак, типа на Facebook. И там я выкладываю все время видеосъемки с моего тура, например, или фотки. Сейчас фотографировал мою семью в моем новом в моей новой квартире, вот. И всем очень понравилось. И очень интересно смотреть сразу комментарии все. Я там выложу видео, и после, я не знаю, спустя 2-3 минуты уже 50-60 комментариев. Это интересно. Знаешь, чувствуется, что у меня такая власть. Знаешь ли ты историю своей фамилии Рыбак? Рыбак, история фамилии Рыбак, я вам сейчас скажу. Мы вообще-то из Испании. Это Ребекус, испанская семья. Это уже несколько 200-300 лет назад. Там мы занимались типа, как называется, телескоп смотрели, да? Это астрономы? Да. Астрономы были, очень известные астрономы. Там, кажется, Галилей был любовником Ребекусом. И потом из-за того, что им так нравилась классическая музыка, но тогда в Испании почти не было композиторов, там Родригес был, все, и они переехали в Россию. Некоторые переехали в Казахстан, некоторые переехали в Беларусь, и моя часть семьи переехала в Белоруссию, и они тоже, конечно, там в телескоп смотрели. Потом еще чуть-чуть часть викингов у меня тоже. Но я всю историю не помню, но примерно вот так. Что вам в себе больше всего нравится? Что мне больше всего нравится? В себе. Я не знаю. Фантазия у меня хорошая. Что еще? Да, вообще-то, знаете что, я не хочу слишком хвастаться, но я чувствую, что я очень хорошо людей понимаю. Когда, например, другие сердятся на людей, так я, наоборот, вижу хорошие стороны их. Я очень надеюсь, что побольше людей могут тоже так мыслить, что у всех есть что-то свое, у всех есть что-то позитивное. Вместо того, потому что если себе цель поставить, что вот сегодня я должен найти что-нибудь негативное, негативные точки, как негативные стороны, тогда, конечно, я никогда не разочарюсь. Всегда получится найти что-то негативное у людей, а вот позитивное найти что-то, это гораздо интереснее.
Вот это моя сильная сторона. А самая моя худшая сторона, это что я ужасно говорю по-русски. Но все равно, вы же понимаете меня, да? Понимаете? Да. Хорошо. Очень хочется связать тебе свитер, только не знаю твоего размера. Твоя поклонница Алина хочет связать тебе свитер, но не знает твоего размера. Скажи, пожалуйста, свой размер и цвет, который тебе нравится. А свитер она отправит тебе по почте и желает удачи и творческого процветания. О, спасибо, Алина. Ну, вообще, просто я уже в восторге, что ты мне свитер подаришь. Размер может быть большой, маленький. Medium у меня размер. Но я уже очень обрадовался. Так что может быть и белый, и черный, и темный. Давай поскорее посылай. Я очень буду рад. Саша, как тебе удается не зазвездиться и оставаться целый год после своего триумфа таким же простым, добрым парнем, которым тебя полюбили все люди и зрители? Пожалуйста, не меняйся, и спасибо тебе за то, что ты такой... Вам спасибо. Тебе спасибо. Я вообще-то на «ты», я всегда на «ты». Я даже с Лукашенко на «ты». Ну да, мы же рыбаки. Ну, рыбекусы, как в Испании, но рыбаки по-русски. И рыбаки, понятно, что рыбаки простые люди. Я рыбак, я простой. Саша, собираешься ли ты опять поехать на Евровидение сам или спеть с кем-то дуэтом? И я очень мечтаю о том, что я могу стать типа таким композитором для Евровидения, чтобы каждый год всегда все страны дрались. Ой, может быть, ты за нас можешь написать, для нас песню напиши, пожалуйста. А нет, лучше для нас напиши. Я хочу начать с Белоруссии. Это моя родина. И только нужно сначала найти песню хорошую, а если я найду, так я с удовольствием сочиню песню для Беларуси. Но сам на сцене я больше никогда не буду выступать в Евровидении, потому что у меня рекорд. Сколько там? 387 тысяч баллов. Да, разрыв большой. Разрывали так. Саша, интимный вопрос, хочешь отвечать, хочешь нет, спрашивает Вика. Саша, как ты относишься к сексу на первом свидании? На первом свидании? Ну, смотря это секс ночью или днем. Если ночью, так это больше натурально, это больше, как-то не натурально, а больше... Больше шансов. Ну да, это типа, если так и так уже, я пригласил девушку, чтобы на обед к себе. Если она хочет переночевать у меня, так пусть переночует. А вот типа, если свидание только, если на свидании речь идет только о сексе, так это мне не интересно. Мне интересно узнать про девушку. Саша, расскажи, пожалуйста, как проходит подготовка к своему концерту, выступлению 19 октября в Киеве? Мы сейчас учим русские песни. Я уже их пел раньше, почти уже все. Не только мои, не только русский перевод на мои песни, но мне очень нравятся такие чуть-чуть старые хиты. Старый клен, он очень старый, но это хит. И Комарова. Потом я буду петь песни Валерия Меладзе. Обожаю этого артиста. Ну и мои песни тоже. Например, вот «Небеса Европы». Я уверен просто, что людям это понравится. Я даже не могу дождаться до этого.
И мои норвежские девушки, они сейчас тоже пробуют учить чуть-чуть такие фразы по-русски, чтобы они тоже могли подпевать. Посмотрим. Саша, споешь ли ты что-то на украинском языке? Я сейчас очень влюбился в песню украинскую «Чернобрывцы». И с удовольствием бы спел ее на концерте. Но это, раз Виталий, мой друг, с кем я буду петь, с кем я буду выступать на том же самом концерте, раз он, прославился с этой песней, так я чувствую, что, это у него права есть на эту песню, так что, может быть, он разрешит мне с ним спеть. А мне, вообще-то, честно слово, мне очень нравится вообще, как он поет эту песню, так что я с удовольствием буду просто слушать, как он будет петь ее. Саша, ты посетил множество европейских стран. Скажи, пожалуйста, где больше всего ты получил впечатлений и куда ты хотел бы еще полететь, где хотел бы побывать? В том-то и дело, что я нахожу особенность, можно сказать так, особенности в каждой стране. Я нахожу что-то очень оригинальное. Каждая новая страна это новая культура. Богатая история, разные композиторы, разные артисты, разные люди. Так что впечатление у меня везде. Это конкурс здесь не надо никакой устраивать. Европа — это Европа. Можно сказать, Европа — это самый лучший континент в мире. Алекс, из какого дерева сделана твоя скрипка? Из какого дерева? Из ребекусы. Это вообще уже почти такого нету. Это вообще, из Испании, да, там, где моя история, там, где мои корни, много столетий назад, там мы выращивали деревья именно для скрипок, или для виолончели тоже. Иногда для удочек. И вот из этого дерева моя скрипка. У меня еще есть такие чуть подешевле скрипки тоже для эстрадной музыки. Если я чуть-чуть вдруг очень много энергии, например, рассержусь и хочу скрипку о пол ударить, так лучше тогда не использовать мою скрипку из ребекусы. Звучание какого музыкального инструмента тебе нравится, кроме скрипки? Я обожаю саксофон. Я считаю, это самый сексуальный инструмент в мире. Особенно если по-настоящему умеют играть, конечно, на нем. А самый такой инструмент, который мне не нравится... зачем говорить, что мне не нравится? Но мне жаль тех, которые играют на тубе, потому что это же огромный инструмент, невозможно, как это можно сконтролировать с тубой, это никуда не поместится. Но те, которые на тубе играют, они очень часто играют на других инструментах тоже, так что у них зато очень хорошее дыхание. Часто ли ты мечтаешь и сбываются ли твои мечты? Я очень часто мечтаю, и я пробую сделать из каждой мечты, я пробую сделать проект. И я пробую каждый проект реализовать. Можно сказать, что я очень продуктивный человек. И мне не всегда важно, чтобы все под формат подстраиваться. Мне самое главное, что если сердце говорит, что Саша, это тебе нужно сделать сейчас, так я с удовольствием все мои силы все мои силы направлю, чтобы этот проект как лучше получился. Когда у тебя появятся дети, чему ты их обязательно научишь? Так у меня уже много детей наверняка. Я научу.
Я очень хочу, не только детей, вообще всех, которые все, которые приходят со своими проблемами ко мне, я всегда им говорю, что самое главное, чтобы у них была чистая, как называется, ну подскажи, давай какие-нибудь идеи. Чистая conscience. Ну что там, когда, как называется, когда человек знает, что он, что может быть, нет, что может быть другие люди оскорбили его, но он ничего неплохо поставил. Да, как называется, тогда у него хорошая, и тогда у него чистая душа. Здесь нужно, я должен вообще-то новые слова приобрети по-русски. Или изобрететь. Да, изобрететь. Я изобрел сейчас. О чем я сейчас говорил? Да, о чистой душе. И если у меня когда-нибудь дети появятся, так я им всегда буду говорить, что как бы они ни грустили, самое главное, чтобы они знали, что они ничего плохого не сделали. Чтобы чистая душа была. Моя поклонница Леся спрашивает, чем ты занимался вчера? Ой, это не могу, это так я не могу по интернету сказать. Вчера, вчера начал я с клипом. Мы доснимали клип. Ох, я так стремлюсь к релизу, даже не собой. Для тебя слово фанаты и поклонники имеют одинаковое или разное значение? Ну, фанаты это типа те, которые фанатируют, а поклонники это те, которые кланяются. Саша, очень поклонники из Беларуси передают большой привет, ждут тебя в Беларуси. И кланяются, да? Очень приятно. Я слишком редко бываю в Беларуси. И я обещаю, что скоро это мы изменим. Что скоро я очень вас буду тревожить. Саша, спасибо тебе большое за то, что ты активно участвуешь в благотворительных концертах и акциях. Не за что. И скажи, что значит... Нет, лучше вопрос какой-нибудь прочитай, Анна. Это был вопрос? Я думал, что... Что для тебя участие в таких концертах, и, возможно, ты сам хочешь не просто участвовать, а организовать такой благотворительный концерт. Не, я как раз сейчас работаю с самым лучшим организатором в Украине. Вот она сидит за экраном. Я думаю, организовать концерт это не моя профессия. Но я с удовольствием всегда буду помогать, особенно детям, которым плохо. Не обязательно даже концертами. Например, несколько недель назад я посещал разные больницы, им раздавал плюшевые игрушки и пел, и плясал там. Это так же благотворительно, как концерт давать. И очень часто благотворительные концерты, например, группа Аха норвежская, да, я прочитал в газете, что промоутер там, продюсер этого концерта благотворительного, он сказал, что билеты стоят, самые дешевые билеты стоят 300 евро. Это в большом зале, да? И он сказал, что мы не можем дешевле, чем это делать, потому что тогда не осталось бы деньги для благотворительности. Так что я не понимаю, а кому еще деньги, если не для благотворительности? Это что тогда, типа группа Аха получает 80%, а там какой-то мальчик из Нигерии получает 2 гривня и все. Это уже не благотворительный концерт.
Саша, какую музыку ты сам слушаешь? Сам я слушаю... Трудно на это ответить. Я слушаю все, что с хорошей мелодией. И даже не обязательно хорошая мелодия, а хороший концепт, чтобы мелодия, ритм, текст, чтобы все подходило. Чтобы, например, очень многие совсем не понимают, каким жанром они занимаются. Если рэп-артисты, например, вдруг про любовь, про сказки начинают петь, это совсем неинтересно. Это гангстер должен быть гангстер. Типа рыбак должен быть рыбаком. Давай дальше. Саша, когда тебе бывает грустно, или у тебя есть минута отчаяния, как ты сам себя спасаешь и сам себе помогаешь? Что делаешь? Если я грущу, грущу. Если когда мне грустно, так я не пробую эти чувства типа отбросить, выбросить. Я наоборот тогда закидываю там какую-нибудь грустную мелодию на мой CD-плеер и просто сижу и грущу до того, когда мне уже надоело грустить. И тогда опять я рад. Потому что как сказать push away? Отталкивать чувства — это очень-очень-очень опасно. Если телу хочется грустить, так нужно позволить это. Саша, вы любите сладкое? И что больше всего? Сладкую улыбку. Можно сказать? Нет, что я люблю? Я люблю тирамису. Самое мое любимое блюдо. Ну и самый любимый десерт. Тирамису. Господи, что-то с голосом у меня сегодня. Хорошо, что я не пою. Недавно ты купил квартиру. Кто был первым гостем в своей квартире? И праздновал ли ты новоселье? О, как праздновал. Опять по интернету это нельзя говорить. Не могу слишком подробно об этом рассказать. Но сейчас мой самый лучший друг, Карл зовут его, он поженился и разошелся. Да, к сожалению. Но очень, к сожалению для меня, потому что сейчас он у меня живет. Сейчас она выкинула его из их квартиры, сейчас он у меня живет. А первый, я даже не знаю, первая девушка, это я не помню, такое я не помню. Первый гость, кто был в квартире? Первый такой гость, такой почетный гость, да, это мама, да. Мама и папа. Мы смотрели HD movie. «Мадагаскар». Тоже хороший фильм, кстати. Забыл сказать. Очень хороший фильм. Саша, какая была у тебя реакция, когда ты сам увидел свое выступление по телевизору первый раз? Я думаю, это чувство, что у всех наверняка такое чувство, когда они сами себя видят по телевизору или вообще просто на экране, так и особенно слушать свой голос, так все мы же не понимаем, неужели это мы, неужели это я такой. И я это чувство все равно у меня все время продолжает быть, потому что всегда хочется, чтобы мне, например, хочется, чтобы у меня голос как у Брюса Уиллиса был. Я уверен, что у меня голос как у Брюса Уиллиса. Я очень-очень уверен до тех пор, когда я не посмотрю опять видео и разочарюсь. Это никакой не Брюс Уиллис.
Твоя поклонница Алиса пишет, что у нее нет к тебе вопросов, она просто хочет сказать, что ты самый замечательный человек в мире, что она тебя любит и желает тебе всегда любить и быть любимым. Целует крепко. Спасибо за крепкий поцелуй. Алиса, да? Да. Очень приятно. Значит, встретимся. Без вопросов, без ничего. Это очень хорошо, когда у девушки вопросов нету. Как меньше спрашивает, тем лучше. Саша, ты служил в армии? Я не служил в армии. Это я помню, что мне так стыдно было, потому что хотя только 30% из всех мужчин служат в армии, но я хотел быть таким типа мачо, все. Но, конечно, тогда бы я потерял 1,5 года скрипки, и тогда бы Евровидение точно бы не выиграл. Но я помню, когда в тот год, когда вообще-то должен был в армии быть, тогда мне так стыдно было, что меня взяли, просто я сказал, что я должен учиться, и это мне очень было стыдно. То, что я стал там, качать мускулы, мышцы, да? Мускулы. И очень-очень там тогда я был очень сильным таким, ну сейчас уже все, уже почти ничего не осталось, но в этом случае тогда я пробовал компенсировать за то, что я не в армии был. Твои поклонники пишут много о том, что ждут твоего выступления 19 октября. Да. Хотел бы ты выступить на концерте вместе с своими родителями или сделать отдельно семейный концерт? С мамой и с папой? Да. Они очень хорошие музыканты. И это очень даже мило, когда мы вместе поем. Потому что никто же из нас не певцы. Так что это очень мило получается. Папа на гитаре, мама на фортепиано, я на скрипке. И все поем. Так что, я не знаю, концерт из этого, это типа, я не знаю, может быть какой-нибудь маленький концерт, 3-4 песни. Оглядываешься ли ты в прошлое и хотел бы изменить что-то в своей жизни? Я оглядываюсь в прошлое, чтобы найти вдохновление. Я обожаю прошлое. Прошлое — это единственное, что у меня есть. Будущее никто не знает, а прошлое — это... у меня очень богатое прошлое. И много воспоминаний, которыми я горжусь. Так что... какой вопрос был? Оглядываешься ли ты в прошлое и хотел бы что-то изменить? Вот изменить я бы ничего не хотел. Конечно, нет. Все к лучшему. Все, что случается в жизни, это все к лучшему. Это мама всегда так говорила. И говорит. Очень много вопросов, поэтому спасибо всем за вопросы. До встречи. Я с удовольствием с вами еще сидел здесь целую минуту, но целый день даже. Но мне нужно дальше следующее интервью, а потом уже спать, да? На репетицию. На репетицию, значит спать. Ладно, спасибо вам большое. И извините, если я чуть-чуть такой вялый, но не совсем здоровья сегодня. Зато я желаю вам здоровья, любви, счастья. Надеюсь, скоро увидимся. Ваш Саша. Пока.